«Матрица 4. Воскрешение» выходит почти через 20 лет после того, как в кинотеатрах показали «Матрицу. Революция». Фанаты культовой научно-фантастической вселенной, такие как я, просто обязаны вернуться в цифровую нереальность. Но тут нас ожидает сюрприз. Те, кто не мог дождаться в четверг выхода трейлера «Матрицы. Воскрешение», не разочаровались. Конечно же, Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс снова были в ролях Нео и Тринити. А затем, секунд через 70 после начала трейлера, показали персонажа, по идее, являющегося Морфеусом. Но это не тот Морфеус, которого мы помним. Лоуренс Фишборн, как ни странно, не знает, почему его не взяли в «Матрицу 4». Фишборн, сыгравший Морфеуса в первых 3 фильмах «Матрица», подтвердил ранее в этом году, что его не будет в следующей части. Вот что ответил актер на заданные журналистам Collider вопросы. «Вполне логично, что люди спрашивают меня об этом. История стара как мир. Меня нет в следующем фильме «Матрица», и вам нужно спросить Лану Вачовски, почему, так как у меня на это ответа нет. Не думайте, что новый Морфеус – младшая версия», – сказал Киану Ривз, The One Show. В фильме не будет возвращения в прошлое. Он заявил: «Нет-нет, в прошлое не возвращаемся». Так что мы надеемся, что Лана Вачовски однажды объяснит, почему Фишборна нет в «Матрице 4». Кто же новый Морфеус? И зачем актер Яхья Абдул-Матин II, человек, который выглядит как Морфеус, в трейлере в социальных сетях пояснил ситуацию. По крайней мере, со своей стороны. В показанном ниже посте Instagram его фотография с 2 перекрещенными пистолетами, один из которых стреляет, и подпись «Morpheus. The Matrix Movie». Теперь мы все уверены, что роль точно передали ему. Вы можете знать Абдул-Матина II из таких фильмов, как «Аквамен» и «Кэндимен» версии 2021 года. Он показал свое актерское мастерство и боевые навыки в этих фильмах. Но, тем не менее, это как-то неправильно. Анализ. Что потеряет «Матрица 4» без Фишборна? Некоторые сайты предлагают каноническое объяснение того, почему его нету. Но сам факт того, что мы спрашиваем «почему» по отношению к Морфеусу, которого мы знаем и любим, ирония. Первый фильм «Матрица» поставил перед нами ряд экзистенциальных вопросов и, по сути, представляет собой экзистенциальный кризис. Кто проведет нас сквозь этот кризис? Все, что я предлагаю, это лишь правда. Его знаменитые слова. Первое, что говорит Морфеус в новой инкарнации в трейлере, который вышел в четверг. «Полетаем?» Это кажется многообещающим, особенно когда мы видим, что Нео предпочитает красную таблетку синей в следующем кадре. Но этому персонажу, который играет Яхья Абдул II, не так идет та привлекательная, но все же повседневная одежда. В первом фильме фишборновский Морфеус принял Нео за ровню гораздо позже. Большую часть времени он провел в роли проводника и мудреца. Когда я думаю о Морфеусе и о «Полетаем», я представляю антигравитационный корабль Навуходоносор во время освобождения не только Нео, но и Сиона. Я думаю о непоколебимой вере Морфеуса в Нео, даже когда Нео сомневался в первой динамичной сцене в офисе. Но Морфеус
не затягивал спасение избранного, даже когда они оказались в ловушке Сайфера. В почти 3-минутном трейлере также просматривается спарринг между новым Морфеусом и Нео. И хотя по воссозданным разговорам мы понимаем, что Нео уже не тот, каким мы его знали, отрывки из поединка выглядят, безусловно, однобоко. Морфеус, которого я знаю, не позволил бы Нео выполнить суперудар, который разгромил все додзё. И слова этого Морфеуса звучат не похоже на слова того мудреца, которого мы знали. Пока мы все пытались понять, что, черт побери, происходит в первом фильме, именно Фишборн указал нам и Нео направление, сказав: «Матрица — это система. Система и есть наш враг. Но когда ты в ней, оглянись, кого ты видишь. Бизнесменов, учителей, адвокатов, работяг, обычных людей, чей разум мы и спасаем. Однако до тех пор, пока эти люди – часть системы, они все наши враги. Ты должен помнить, что большинство не готово принять реальность, а многие настолько отравлены и так безнадежно зависимы от системы, что будут драться за нее». Даже в отсутствие Фишборна эта цитата все-таки звучит у нас в ушах. Когда мы смотрим трейлер 4-й «Матрицы», видя группу людей в лифте, где все, кроме Нео и надзирателей сверху, поглощены своими телефонами. Думаю, это будет моим утешением, пока сериал продолжается без Фишборна. Пусть даже его и нет в фильме, но та идеология и мудрость, которую озвучил Фишборн, не исчезнет. Просто будем надеяться, что этот Морфеус такой же мудрый человек, каким был оригинал.